Здравствуйте, мои дорогие. Так, сегодня у нас расклад, который покажет, что же такого судьбоносного произойдет у вас в ближайшее время. То, что судьбой начертано, да, и оно уж никак от этого не уйдешь. Что произойдет? Что начертано судьбой, предназначено, важное что-то, что будет происходить. Итак, смотрим сейчас. Дно колоды у нас показывает ваш сложный какой-то путь, долгий путь, стремление к какой-то цели. Выход все-таки есть, и он виднеется на горизонте, да, либо там за горой, которую вам необходимо будет либо обойти, либо пройти по ней. У вас есть какая-то цель, это сейчас говорят об этой женщине. Какая-то цель в жизни. Очень сложно, но можно до нее дойти. Невероятно сложная какая-то цель. Какой-то этап жизненный, в котором присутствует все-таки желание достичь той самой победы, как бы сложно ни было, но вы хотите немножко легче, конечно же. Итак, что же такого будет судьбоносного произойдет? Так, говорят опять о женщине, которая ведет, возможно, вплоть до того, что затворнический образ жизни, девочки. До вас добраться очень сложно даже самой судьбе сейчас. Не выходите никуда. Если хотите встретить мужчину, как он вам попадется, говорит сейчас судьба. Вас охраняют какие-то коршуны, которые могут заклевать его. А эти коршуны, это, наверное, ваш взгляд колючий. Вот. Я даже не то, что я не хочу ни в коем образом как-то обидеть, потому что прежде говорят о женщине, которая что-то... Были до этого явно отношения, одни из них, которые показали ей почему-то такой красотке, такой яркой, классной женщине, реальной красавице, реально духовно богатой женщине, что она ничто. И как бы ты себе не доказывала, что ты в это не веришь, это внутри тебя сейчас сидит. Судьба сейчас тебе буквально намекает на то, чтобы что-то судьбоносное в твоей жизни произошло, тебе нужно разрушить вот эту башню, в которой тебя заточили свои собственные мысли, свои какие-то... Да, эти мысли были навязаны кем-то. Ну вот, разруши это не нужно тебе, ты красотка, классная, но сейчас в каком-то панцире. Надела на себя этот панцирь и не хочешь показывать себя миру. А вот он, медведь, мужчина, человек, влиятельное какое-то лицо, которое пытается... Он есть где-то недалеко, но он не знает, он как будто бы в другой вселенной от тебя. Но он есть, он для тебя предназначенный. Что-то очень серьезное. Для чего-то очень серьезного. Есть человек из твоего прошлого, который реально разрушил тебе твое представление и твою высокую самооценку о себе. И я вижу женщину, которая налево и направо, она может эту высокую самооценку о себе как говорить об этом, может быть, да, либо показывать, но внутри, далеко-далеко где-то посеяно зернышко, что этой самооценки вообще нет. Разрушил кто-то эту самооценку. И есть недоверие к мужчинам. Это просто вот чисто признаться к себе нужно в этом. Судьбоносно. Что ждет? Говорят о стабильности. Какая-то ситуация прежде всего в ближайшее время она не будет меняться. Об этом тоже говорят. Но вам так комфортно, вам так хорошо. Вам так приказывает мозг. Это не хорошо и не плохо. Где-то еще не готова ты в полную силу встать, да, вот ты ведь большая по сравнению с этой башней. Просто руки как-то в сторону раздвинуть, эта башня разрушится. Все вот эти наросты, которые ты получила взамен того, что ты отдавала в отношениях прошлых, да, а то, что наросло на тебя какое-то непонятное,
Как будто бы ты совсем не та классная женщина, красавица, а вот какое-то непонятное существо. Разрушая эту оболочку, это не ты. Ты — это то, что внутри. Ты красотка. Что судьбоносного произойдет? Тут говорят о ситуации с... Во-первых, если у тебя будет какой-то круг людей, да, сейчас, то эти люди, доверяй им, да, если какой-то мужчина появляется, просто доверяй. Не просто беги там, обнимайся сразу и доверяй в плохом смысле слова, да, отдавайся вся. Нет, здесь больше доверия к людям со своей осторожностью. Но более теплые какие-то такие вот отношения. Не нужно лицемерие, да, но и по сути пойми, что мир прекрасен. Улучшится ситуация в лучшую сторону будет, либо стабильно как-то будет постепенно улучшаться ситуация с деньгами. Ситуация с недвижимостью, любая ситуация, которая у вас завязалась сейчас, либо то, что вы хотите решить, тоже будет решаться в вашу пользу. Что судьбоносного произойдет? В этот период самое судьбоносное — это не то, что произойдет, а то, что у вас будет душа требовать какого-то уединения. Вот вы этого очень сильно захотите. Уединение, подумать о себе, разобраться в себе. Вы как ищете свой путь. Заблудшая овечка найдет свой путь. Хотя вы возле себя можете собирать таких же людей, да, которые вот потерялись, да, и вы можете как дать им это направление. Это может быть ваша подруга, сестра, да, это могут быть какие-то другие люди, которым вы вот что-то скажете, да, и они понимают, что как-то странно, но вроде как выходят на свой путь. Что судьбоносного произойдет? Где-то, я вижу так где-то в конце 30-дневного периода, да, от сегодняшнего расклада, будет пересмотр, какой-то прям пересмотр вашей жизни. И в этот момент вы можете получить какое-то важное сообщение. Важное, оно не покажется вам таким важным, но это сообщение что-то поменяет. Что это? О чем тут говорят? О чем тут говорят? Это уловить какой-то шанс, выйти совершенно в другой мир. Заканчивается какой-то этап, и вы, получается, как остаетесь вроде как без груза лишнего, да, заканчивается этап, очень тяжелый какой-то этап даже, да, закончился, и вы остаетесь без этого груза, как сняли с себя какую-то кольчугу воина. И это сообщение, о котором я вам говорила, принесет, естественно, какой-то человек, да, дает вам маленький шанс. Но этот маленький шанс — выход в большое что-то. Что это? Это знание, получение каких-то документов. Это то, что вы себе как-то закрыли от себя. То, что для вас было закрыто, тучки уходят, да, и открывается солнышко. Вы чувствуете, что что-то проясняется. Вы выходите на свою, вот благодаря тем знаниям, которые получаете, да, то есть что какую-то информацию вы получили, вы выходите на дорогу, где нужно принимать важное решение. Важное решение вы примете. У вас будет особая такая поддержка. Особая поддержка. Это решение может быть касаться кого? Да, что-то нужно резко принять. А вы себе не даете это решение принимать.
Вы сама себя наказываете. За что себя наказываете? Давайте разбираться, девочки. Что-то связано с любовью. Это все-таки любовная тематика. Когда нужно принять решение, выйти там, например, на свидание, да, пригласил мужчина какой-то или еще что-то, либо просто выйти на улицу, подруги зовут, но у вас есть свое «нет» и свое оправдание, почему так. Но там, за пределами вашего забора железного, да, есть любовь. В ближайшее время перемен особых вот в умонастроениях ваших я не вижу. В ближайшую неделю, может быть, 2, так точно. То есть это какое-то даже такое «хочу побыть одна», не хочу никуда идти. Даже если иду, то я сразу прихожу домой, да, и немножко хочу опять побыть одна. Вот. Но перемены будут вот где-то ближе, там, от 2 недель до месяца какие-то перемены будут. Вам хорошо в своем пространстве. Это немножечко говорит о том, что если есть детки, больше, конечно, вы будете уделять время детям. И больше говорят о том, что вы в этом своем пространстве создаете какой-то свой уют, да, как-то, может, творите что-то. Еще говорят о том, что тут такая вот именно психологический такой момент, какая-то такая ностальгия, больше инфантильность даже, да, вам присущая. Мужчина выходит на слове инфантильность. Угу. Вот смотрите, о чем говорят, что вот пока вы в этих умонастроениях, то некий мужчина, который как-то судьба вроде приготовила для вас, да, но никак не может к вам подобраться, да, постоянно эту дорожку к вам подгрызают какие-то крыски, да. Что за крыски? Ну, тут, скорее всего, просто нежелание ваше выдвигаться за пределы вашей вот той башни, да, которая здесь была в начале, в которой нет движения. Движение есть за пределами этой башни, но не в ней. Найдете себя, найдется и мужчина для вас, который сделает вам подарок. Но в ближайшее время вам нужно просто-напросто понять, что вы строите свое будущее. Каждым движением, каждым словом, каждым действием, каждой мыслью строите свое будущее. То, что мы сегодня думали, да, мы это представляем уже, вернее, тем мы являемся уже в следующий день, да, то есть завтра. То, что думали вчера, это мы пожинаем сегодня. Думай, что ты прекрасна, и это так и есть. И завтра ты увидишь себя более сильную, более смелую, более классную, более прекрасную. Вот она. Это жизнь, это новые какие-то росточки, это новые люди, новые знакомства. То, о чем ты сейчас, возможно, и не хочешь слышать. Но там ключики все, там твое развитие, там что-то ценное ты приобретешь. Да, есть время, когда хочется побыть одной и в этом уединении переварить что-то, да, закончить какие-то дела, подумать над собой. Но вот эта заякорелость, да, не должна у тебя ассоциировать с полной там безопасностью, когда ты боишься выйти, да, за пределы своего кокона. Там, за пределами этого кокона, светло, ярко, уютно, жизнь кипит. Уединение нужно, но очень интересно, когда ты не боишься, и когда ты не бежишь от людей, да, от мужчин, не знаю, тут вот прям вот такая ситуация идет, а когда и не через силу общаешься, да, но когда имеешь возможность, отдохнув, да, ты хочешь этого общения еще. То есть не напрягайся так сильно по поводу даже от того, что каким-то образом, как нужно тебе, да, не достигается эта цель. Просто спокойно идти к этой цели. Вот. Мне здесь, знаете, как идет еще просто щелчок мыши иногда компьютерной, да, может решить какую-то проблему быстрее, чем годы хождения по мукам. Вот я не знаю, это просто для кого-то какая-то информация такая была. Так. Немножко
внимание себе, немножко внимания больше к себе, да, то есть к себе как личности, которая все-таки социальная. Иногда, конечно же, надо и за шкирку себя вытащить и просто вытряхнуть из этого такого кокона, да, для того, чтобы понять, чего ты хочешь и где твое счастье. Вот такая здесь ситуация. Спасибо вам, мои дорогие. Я была рада для вас здесь постараться. Буду с вами прощаться. До новых с вами встреч. Спасибо за лайки, за комментарии, за то, что финансово делитесь с моей работой, с этим каналом и с 2 другими. До новых встреч. Пока-пока.